Я вот думаю, есть ли в мире такая штука, которая возьмет и то, что есть у тебя в голове, бам-бам-бам, превратит в материальный продукт. Сразу же, вот просто минуя стадию там какого-нибудь создания вот этого продукта, что-нибудь такое мучительное, сложное, а то, что ты придумал, тут же превратил в материальность. И у этого уже есть ценность. Вообще такое возможно? Понимаете, такая история. Вот оно у меня вот здесь, в голове, этот образ или идея, или мысль, или концепция, или еще что-то. И вдруг она уже материальный продукт. Что такое? Окей, я даже согласен на несколько минут, может быть, каких-то интенсивных усилий, но вот это вот то, что у меня сейчас есть в голове, превращается в материальный продукт, который я могу или отдать, или продать, или подарить, или отправить в мир. И он может остаться дольше, чем я в этом мире присутствую. И он может быть там, где я в этом мире не присутствую. И вот это вот произошло вот так. Тын-тын-тын-тын-тын. Для этого не происходило драматичного процесса создания этого продукта. Что это? Скетчинг. Скетчинг, да. Если ты способен взять свою мысль и ну, вот так взять, выразить ее круто, привлекательно, быстро, стильно. Вот это и есть вот этот вот момент со скетчингом. Вот эта эссенция вот всей вот этой вот истории со скетчингом. А иначе, ну, например, там в художественном смысле нужно идти в живопись там, или какую-нибудь отточенную графику. Или, например, если продукт, который выходит из головы, это текст, то да, мы набираем его, создаем там какую-то другую историю. Но вот эта вот художественная штука, скетчинг, это способность из мысли, из ничего, и минимума времени и усилий создать реальный продукт, который имеет ценность. Вот это то, что я делаю. И то, что, собственно, чему я учу на этом YouTube-канале. Да. И я думаю, это такая интересная, моментально создаваемая штука, которая может не только жить сама, как вещь в себе, но и расти и разрастаться в умах других людей. Например, в моей картине мира это возможно, потому что у меня проектная графика. То, что я делаю, это отражение того, что я думаю о проекте, который, в общем-то, в дальнейшем должен быть реализован. Я думаю эту мгновенную мысль или длительное размышление, тут же переношу ее на бумагу, а потом она обретает дополнительную материальность. И дальше она живет не только в моей голове, но и в умах, и в мирах других людей. И таких идей, получивших материальность в моем скетчбуке, огромное количество. Потому что у меня есть способ и стиль того, как можно сделать идею эстетичной. Как можно почти мгновенно выразить тот комплекс эстетики, который, скорее всего, никого не оставит равнодушным. Я так сижу и думаю, это же невероятно крутой способ оставлять от своей жизни следы. Вот эти вот красивые следы, которые присутствуют в моменте каждый день, которых копится, ну, по сути, огромное количество. Какие-то из них сработают, какие-то из них увидят другие люди. Нужные, правильные и важные для тебя люди вот это увидят. А если ты этого не сделаешь, то не увидят. Не увидят, что у тебя может быть в голове. Это как разница между сделать и не сделать. Можно не сделать, и ничего не будет. Можно попробовать сделать, и может быть что-то будет. Может быть ничего не будет. Может быть что-то будет. И поэтому лучше брать вот отсюда мысли и фиксировать их на бумаге. Для вот таких задач и нужен скетчинг. Вот это вот возможность моментально взять свою мысль, к чему бы она ни относилась. Любая иллюстрация идеи, любой идеи, которая у вас есть в голове, и зафиксировать ее графически. Я не знаю инструмента, которым можно было бы сделать это удобнее, интереснее, проще, без заморочек, и когда у тебя нет ничего лишнего. Ничего лишнего электронного, механического. Ничто не облегчает тебе жизнь.
а ты находишься в чистоте ситуации. У тебя, допустим, есть бумага и ручка, и все. И твой разум. Это же идеальная ситуация. Абсолютно в чистоте своей идеальная ситуация. Разум и простейшие средства выражения. И следом после вот этого останется твой продукт, твои мысли, которые могут сочетать уже и без тебя. Круто же. Мысль, которую ты выложил на бумагу, имеет еще очень интересную дополнительную ценность в том, что она зафиксирована. Она очищена от странных домысливаний. Она зафиксирована и способна к развитию. Если в голове она находится таким небольшим облаком впечатлений, то когда переносишь ее на бумагу, происходит некая магия. Обретая реальность, она обретает и структурность, и логику, и способность к изменению, и, главное, улучшению. Формулирование мысли с помощью скетчинга способствует некоторому такому упорядочению мышления. Ты становишься больше хозяином вот этому разношерстному комку впечатлений. Ты становишься больше хозяином своих мыслей, определенно. И твои мысли, получая вот эту вот материальность, получают и уязвимость. Становясь материальным объектом, материальным продуктом, они получают все свойства этого материального продукта, в том числе и возможность быть уничтоженными. Способность быть подвергнутыми критике – запросто. Способность быть продажными – запросто. Способность быть продающими – запросто. Это как сила печатного слова, но только интернациональная, между лингвами. Потому что понять рисунок, скетчинг, для этого не нужно разговаривать на языке носителя. Я об этом достаточно много знаю, потому что много работаю в мультикультурной среде, и вот эта вот вся европейская история проектная. Я работал в различных командах, различные языки. И вот в этой истории очень хорошо работает плохой английский. Плохой английский – идеальный язык, ну, это тема отдельного разговора. Но и вот этот вот язык скетчинга – это тоже великолепный язык. Потому что все понятно, если ты можешь выразить вот этим инструментом, любым вот таким, свою проектную идею, то другой человек, другая культура может понять тебя и без лингвы. Поэтому скетчинг у меня любимый инструмент. Больше всего в скетчинге мне нравится, знаете что? Что такими простыми средствами можно отправить свою мысль, знаете куда? Далеко за пределы своего существования и далеко за пределы своих возможностей. Вот задумался над этим, и, честно говоря, есть над чем подумать весь ближайший вечер. Да. В общем, такие мысли. Ну, если согласны или не согласны, пишите в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, у этого всего есть смысл. Смысл, большой смысл. Смысл вложиться в это тоже есть. В общем, если нужно научиться так, бесплатные уроки внизу в описании к видео, берите и фигачите со страшной силой. Если нужны более четкие, более простая дорожка, мой сервис Boosty, подписывайтесь и тоже фигачите. В общем, вот. И делитесь этими видео, пожалуйста, чтобы больше людей узнали про такую возможность делать вот так. Пум! Из головы на бумагу и сразу продукт. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. Хорошего вечера. Пока.